Главные новости за сегодняшний день. Сегодня утром был срочно госпитализирован в московскую больницу номер 44 один из ведущих сотрудников комитета, заместитель организации, известный актер Александр Домогаров. Александра Юрьевича госпитализировали в больницу с признаками острой вирусной инфекции и сердечной недостаточности. На данный момент 60-летний актер чувствует себя удовлетворительно. Накануне вечером в Израиле, в Тель-Авиве, после концертного выступления были арестованы известные телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант. За последний месяц данные телеведущие объездили много стран Европы и выступали перед зрителями на острые социальные и политические темы. Однако оказалось, что Владимир Познер и Иван Ургант не платили налогов за подобные выступления. Владимир Познер и Иван Ургант были задержаны до полного выяснения обстоятельств дела. Известным телеведущим грозит многомиллионный денежный штраф. Команда Никиты Михалкова продолжает бороться за справедливость на территории Российской Федерации и делать добрые дела. Пресс-служба комитета известные артистки Мария Шукшина и Яна Поплавская сообщили еще об одном радостном событии. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым выделила 300 новых двухкомнатных квартир и 200 российских автомобилей, которыми смогут воспользоваться разные слои российского населения. А это семьи участников спецоперации, семьи с небольшим финансовым доходом и пенсионеры по возрасту. Вручение данных подарков состоится в декабре этого года. Надо отметить, что вся недвижимость и автотранспорт были приобретены за счет конфискованных финансовых средств у преступных элементов шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. К этому часу стало известно несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса. Сегодня рано утром известный телеведущий и актер Игорь Верник на трассе Самара-Москва попал в тяжелое ДТП. Причиной аварии стал сильный туман и дождь. Игорь Верник не справился с управлением, и машина телеведущего ушла в кювет. На месте аварии работает полиция. Игорь Верник был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Скоропостижно скончался младший сын фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Лизы Арзамасовой. Причиной несчастья стала врожденная болезнь сердца. Отметим, что 50-летний Илья Авербух и 29-летняя Лиза Арзамасова сочетались в законном браке в 2020 году. Антикоррупционный комитет наконец-то одержал полную победу над преступными элементами российского шоу-бизнеса, известной творческой парой Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум. Леонида Агутина полностью убрали со всех музыкальных передач и отменили всю его концертную деятельность на территории Российской Федерации. Команда Никиты Михалкова давно добивалась этого момента, так как Леонид Агутин и его семья, проживающие в Соединенных Штатах Америки, приезжали в Россию, чтобы зарабатывать деньги. Помимо этого, зрители с большим стажем могут помнить, что Леонид Агутин виновен в 2 тяжких преступлениях. Одно из них – это смерть участника спецоперации, которое произошло еще в декабре прошлого года. Один из участников спецоперации вместе с супругой пришел на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Участник спецоперации для своей супруги захотел взять автограф у Леонида Агутина, однако известный певец отреагировал на это крайне неадекватно. Вместо автографа он ударил гитарой участника спецоперации, в результате чего тот упал со сцены и погиб спустя некоторое время. Команда Никиты Михалкова давно добивалась ареста Леонида Агутина и отмены его концертной деятельности, но близкий друг Леонида Николаевича
Пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего был на стороне Леонида Агутина. Однако на этот раз команде Никиты Михалкова удалось добиться своей цели. В Забайкалье неизвестные преступники осквернили дом-музей видного политического и общественного деятеля Леонида Брежнева. Хулиганы в ночное время суток ворвались в дом-музей Леонида Брежнева и похитили ценные награды, важные документы и семейные фотографии из архива Леонида Брежнева. По горячим следам преступников удалось задержать. На данный момент ведутся следственные работы. Команда Никиты Михалкова выделила 30 тысяч рублей на восстановление могилы известного советского и российского актера, народного артиста России Евгения Леонова. У Евгения Леонова не осталось родных и близких, и ухаживать за могилой просто некому. Напомним, что Евгений Павлович Леонов ушел из жизни в 1994 году в возрасте 67 лет. Известный российский композитор Игорь Крутой по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации в московской больнице после недавнего нападения, которое произошло во время поминок известного артиста и композитора Вячеслава Добрынина. В связи с почтенным возрастом Игорь Яковлевич Крутой очень тяжело идет на поправку. Здоровье артиста вызывает серьезные опасения у лечащих врачей. Накануне вечером несчастный случай произошел в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Накануне вечером в Санкт-Петербурге трагически погиб вместе со своей супругой молодой российский артист, член комитета, младший сын известного советского актера Игоря Костолевского Алексей Костолевский. По данным полиции и прессы, 30-летний актер сорвался с балкона 4-го этажа. Однако обстоятельства смерти российского актера весьма странные. Алексей Костолевский сорвался с балкона не один, а вместе со своей супругой, что может говорить не о несчастном случае, а о нападении со стороны неизвестных преступников. Отметим, что Игорь и Алексей Костолевский – это активные члены антикоррупционного комитета. Они часто участвовали в опасных проверках, и у них было много врагов и недоброжелателей. Сотрудники антикоррупционного комитета приносят глубокие соболезнования Игорю Костолевскому по причине смерти сына. Сегодня утром на Кунцевском кладбище столицы проводили в последний путь семью известного российского и советского композитора Вячеслава Добрынина, двух внуков и младшую дочь, которые трагически ушли из жизни несколько дней назад. Причина смерти семьи Вячеслава Добрынина – это нападение, которое произошло со стороны преступников и которое было связано с наследством Вячеслава Добрынина. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.